Ребята, всем привет! Продолжаем корчевать BMW. Давно меня терзают мысли, можно ли удалить комп с нее. Значит, решил попробовать. Делается это так. Отключаем его полностью. Вот он, это блок управления двигателем Made in Germany. И пробуем. Больше всего интересует, будет ли работать насос. О, работает все, ребят. Насос трясется, работает. Значит, можно обойтись без этого блока. Потому что на Бэхе давным-давно на карбюратор заменено все. Вот. Так что какие-то такие дела. Выключаем. В этом видеоролике хочу сделать панель уже наконец. Или хотя бы начать ее делать. Панель с приборами. Вот все думаю, оставлять вот эти пластмасски или нет. Крадут они полезное пространство. Но зато можно более симпатично сделать. Хотя нет, как-то оно вовнутрь туда идет. Как-то мне не нравится это все. Купил новый бампер, бампер от четырки. Будем пробовать, как он сюда подходит. Здесь, в общем-то, такой стоял, но он был весь разбитый. Захотелось его заменить на новяк. Скорее всего, что-то нужно будет здесь допиливать. Это безусловно. Вообще как-то я не ожидал даже. Смотрите. Видите, как он подходит сюда. Нужно подопиливать кое-что. Вот здесь вот как-то не очень хорошо все. Это мы доработаем. С бамперком еще ничего так смотрится. Здесь приходится обрезать. Бампер длинный, довольно-таки креплю на шурупчиках. Здесь и здесь. Здесь сделал полки с алюминия. И на пару шурупов, в общем, держится он теперь очень жестко. Здесь уже готово, ребят. Думал, бампер труднее дастся, но дался как-то легко. Еще хочется поворотнички куда-то вживить. Тогда вообще отлично будет. Потихоньку приступил к производству панели. Вот у меня тут есть одна небольшая проблема, первоочередная. Хочу поставить манометры на двигатель, но гаек нет. Гайки здесь конические, поэтому будет сейчас маленькая токарочка, ребят. Будем точить специальные гайки-переходники под пайку, чтобы можно было припаять капиллярные трубки. Ну а с другой стороны припаяю под развальцовку. В общем, все просто на самом деле. Есть метчики вот такие конические. Их мне прислал Алексей вместе с этими манометрами. То есть это как бы комплект. В общем, сейчас мы ими и будем работать. Для начала отпилю болваночку. Хоп, есть! Так, думаю, должно хватить на 3-4 гайки. Для начала даже вручную можно наживить, как оказывается. Отлично. Так, ну что ж, теперь можно упереть и пробовать подавать. Оборотики уменьшаем. Поехали. Оп. Так, процесс пошел. Пошел, родимый. Довольно-таки неплохо идет. Я думал, пожестче будет. Очень острый метчик. Видимо, в этом причина. То есть довольно-таки маленький крутящий момент сейчас. Ну, вот, по-моему, до конца дорезала, до дна. Получается, нарезала примерно на 15 миллиметров в глубину. Резьба по виду полная, полноценная, качественная. Сейчас будем накручивать манометр и смотреть, ребят, что происходит. Вообще отлично. О!
На первые 3 витка натянулась. Ну, я думаю, еще с ключиком поднатянется. И будет герметично. Отлично, то, что надо, ребят. Это раз. Выдвигаем немножечко еще и делаем следующее. Ну вот так, ребят, пока что получилось. Поворотнички поставил. Заменил сзади лампочки нерабочие. Теперь вся оптика работает. Поворотники работают, фары работают, габариты работают. Можно ехать, в принципе, в таком состоянии, хоть на край света. Улучшается машинка, конечно, это не может не радовать. Еще бы вот это вот безобразие убрать. Вообще будет хорошо. Уберем. Затарился уже, ребят, принадлежностями. Взял немножко шкурки, немножко грунтовки, немножко лака и немножко шпаклевочки. Ну а краску мне подарили, ребят. Вот такие вот дела. Поэтому сам Бог велел. Сейчас будем подмаляривать BMW. Пока только грунт, ребят, но покраска не за горами. Ах, ласточка. Пока сохнет грунтовка, приступил к изготовлению панели. Выпиливаю лобзиком в фанере посадочные места. Здесь еще будет обрамление из алюминия. По крайней мере, я так задумал, что было бы неплохо, если бы оно было. Лобзик — великая вещь. Вы бы видели, какая здесь тонкая пилка у меня стоит. Это чисто модельная пилка. Вообще, она просто микроскопическая, но что удивительно, не ломается. Покупал в магазине «Модельный мир». На вопрос, а чё они такие тонкие? Они ответили: братик, а ты посмотри, в каком магазине ты покупаешь. Ну, в принципе, все вопросы сразу отпали. А вот пилочки, купленные в Леруа, пилят, в общем-то, тоже неплохо, но ломучие очень. Попробовал новую пилку. Пилит она немножко кривенько, ребят, но она позволяет пилить во все стороны. То есть не нужно отклонять лобзик, можно пилить так, так, так. Потом с тем же положением пошел в другую сторону. Пилка спиральная. Она вот так завинчена, и получается, зубья торчат во все стороны. Ну, пилит довольно-таки бодро. Смотрим, что у нас тут получается предварительно. Значит, это манометры. Здесь планируется устанавливаться светодиодная индикация. Вот. Ну, а здесь
пульт управления. Вот так примерно будет выглядеть панель. Выточил под манометры штуцерки. Буду припаивать капиллярные трубки. Вот. Ну, а на другом конце они будут подключаться к источнику. Резьбу нужно будет загерметизировать обязательно. О, вот так оно вставляется. И нужно будет запаять серебром. Ну, а на этом конце будет манометр. Примерно так это все, ребят, будет выглядеть. У меня на этом все. Рабочий день закончился. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.